Привет-привет! Ну что, в этом видео поговорим немножко о новинках, которые я приобрел за последние несколько месяцев. Итак, начнем. Итак, первая приманка – это джекалский Сюзен, или Сюзанна, как будут называть его в СНГ. В чем особенность данной приманки? У него мягкое тельце, задняя часть, и поэтому при приводнении она дает плюх такой довольно мягкий, негромкий, что не отпугивает, как другие цикады, к примеру, дуо. Второе – это крылышки с очень высокой степенью подвижности и довольно продолговатые. Что это дает? Это дает на падении замечательную игру от малейшего колебания. Вообще очень неплохо держит струю, но данную приманку я бы применял апстримом. Кидаешь апстрим, делаешь медленную проводку и получаешь поклевку. Как правило, либо на плюхе, либо на медленном у меня были поклевки. Дальше я могу сделать доснос до 45 градусов, дальше вынимаю, потому что дальше слишком сильное сопротивление, работает как роулер. Все-таки эта приманка была разработана для баса, где интенсивная проводка. У нас по головлю такие приманки работают очень похуже. Я бы ее так и не брал, потому что меня смущает довольно своим размером, но я видел, мои знакомые ловят. Потом в магазине мне рекомендовали одном. И еще я видел, в принципе, как Соловей Фишинг тоже ловит меня. Поэтому если другие ловят, почему я не должен ловить? Так, поставим Сюзанну. Не знаю, только 2 поклевки за все время пока. Ну, пацанов ловят. Говорят, тихий плюх. Нифига не тихий. Апстрим, медленная проводка. Это из первых приманок. Второе. Норис Пупа. Это маленький крэнк под жучка. Такой альтернатива камимуши. Я своих камимуши продал. Знаю, что сейчас многие могут меня захейтить, потому что камимуша вообще не держит течение. Этот держит течение. Классно. И мне он понравился, в принципе. Он еще форелевая тема, но по головлю поклевки тоже были. Главное, что он держит струю, потому что брать приманку 2 года я ее кидаю, а она не держит практически нигде струю, только на самой-самой тихой воде там, да, держит струю. А так абсолютно бесполезная была приманка. Вот Пупа классная вещь. Фукуземи мини. Классная приманка. Это, в принципе, с прошлого года я ловлю. Процентов 30 головлей всегда на нее клюет. Клюет, как правило, на плюх. 80% поклевок, остальное на проводку. Они шумовые. Такой небольшой шум. И их форма почему-то очень заходит нашему, и размер заходит нашему головлю. Вот этот плюх просто что-то их с ума сводит. Пробовал я крупными размерами, есть 40 это 30 миллиметров. Хуже работает, на плюх не реагирует. С проводки тоже как-то похуже. Это все-таки и там ловит. Притом ловит как крупную, так и мелкую рыбу. Были 46 метров. Крючки классные, выдерживают, но после там рыбалки, где у вас клюнет до 10-40 плюс головлей, по-любому крючки сломаются. На последнем сплаве мы с моим другом Олесем, независимо друг от друга, находясь на много километров друг от друга, пришли к одной приманке из 5 человек. Вот мы вдвоем больше всего отловились и ловили на одинаковую приманку, вот на такой цвет. Они просто давали больше всего поклевок, вообще не сговариваясь, поэтому приманка ловит. Продолжая тему, есть такой факир от Суйоки 40, это на крупную. Сделано топорно, как-то не так красиво. Вот. Не знаю, ловить будет или нет, но значительно дешевле, как альтернатива неплохая, в принципе. Кто ловит на такую приманку, отзовитесь, хочу услышать ваше мнение. Так, Rapala K-Down 55 и 75. Классные приманки. Они не так хорошо сыпятся, как 35 размер, потому что у них заглубление тоже 3 сантиметров, 1 фут в секунду. Соответственно, этот чуть чаще колебается, этот еще реже, но 35 чаще всего, лучше всего в этом плане. Но они отличные, дали мне уже поклевки по жереху, что один, что второй. Ну, K-Down Elite одно, тут как говорить нечего, просто супер стабильная, классная приманка с отменной иглой, держит любую струю из бальсы. Также взял Аби Мину в таком цвете, ну, пополнить запас, чтобы у меня были дубли, в принципе, потому что это приманка топовая по головлю осенью, в апреле, в мае. Вот, кстати, ссылка. Кто это? Окунь. Ручная работа, гродненский мастер, Sunbase. Это Flame.
7,75 грамма. Странный вес, но у него каждая приманка свой вес. Зато честно, 63 миллиметра. Такая приманочка. Видела, как классно сыпется. Пробовал на проводке. Пока были водоросли, везде цеплялся. Еще не дали мне провести нормально, но попробую поупираться на Немане. Так, приехали также от моего брата подарочки. Daiwa Tournament. Спасибо, Гена, за то, что нашел, за то, что все это сделал. Брал с Питера последние две, думаю, сейчас уже нигде не найти. Daiwa Double Clay 60 SP Tournament. Это мои топ-1 приманки по судаку в прошлом году. Сразу же, как приехал, вот эту приманку сразу поставил, пошел на Комсомольское озеро, получил пару поклевок, пару судаков. Классная приманка, сразу же ловить начала. Вот. Ну, система дальнего заброса, медленная проводка, глубина 1,5 метра, не сильное течение. Это идеальные условия для этой приманки. Если у вас другие, к сожалению, там могут другие работать лучше. Так, также приехали, ну, еще продолжая тему России, со спиннинг-лайна обновочки. Это у нас Cannibal Craft 125 и 105 размер. Пополнил запасы. Потому что данная приманка очень хорошо ловит щуку. Вот здесь будет ссылочка на видео. Также приехали из Турции приманки Savage Giraty 4D Blade. Короче, цикада такая. Вот, моя любимая. Потому что у меня мои поотрывались. Она ловит всегда и везде. Поэтому я всегда при возможности заказываю с Турции ее. Потому что у нас не продается в таком размере, только 5,5 мм. Это больше, значит, на 8 грамм. Надо именно такой маленький. Ну, теперь перейдем по щуке. Western Swimtail. Все гибриды, тема гибридов. С таким хвостом. Идет второй комплект. Такой хвост. Шумовой. Сыпется. Колебания есть. В общем, классная приманка. Пробовал и равномерку, и твичинг. Класс. Будет, думаю, ловить. Но надо подождать. Сейчас очень жарко и дожди постоянно. Еще все-таки лето. Продолжая тему гибридов. MyHybrid от Schwanzolger. Значит, они идут с такими. Это у нас 16,5. Это 20 сантиметров. Идут по дефолту с таким вот хвостом. И в комплекте еще идет у нас такой твистерный. Значит, колебания при проводке. Равномерная проводка. Делал паузы. Тонет, к сожалению, еще не разглядел. Эту кидал, это нет. Немножко не понравилось, что уходил как штопор, крутился вокруг своей оси, когда я просто подлодкой делал. Но, думаю, будет ловить. Потому что все мои знакомые ловят как на Березне, так даже и в Минске. Поэтому гибрид, Абу Гарсия, Schwanzolger, MyHybrid. Так, что еще есть интересного? Такая, как она называется, прищепка, якорь. Цепляешь за ветку куда-то и дальше за свое судно можешь застопорить на каком-нибудь месте среди коряка, обкидывает точку. Очень удобная, прям очень кайфанул. Выдерживает как каяк, так и плотик на довольно интенсивном течении. Главное, что ветка ваша выдержала. Также приобрел несколько таких коробочек мейховских. Это под большие приманки, это под головлевые и жереховые оснастки. Почему именно такой размер? Потому что в мой органайзер, это моя безрукавочка, все отлично влазит, без проблем, все закрывается именно в таком размере. Вот, то есть одел, пошел. Ссылочка на безрукавочку будет здесь. Ну и теперь из интересного. Я очень люблю ночную рыбалку. У меня есть фонари такие, как это как в Серминаторе, ну, то есть стационарные. Есть такой же тоже и куча налобных. Налобный у меня есть вюртовский, налобный китайский какой-то. Я особо не заморачивался никогда. То есть вюртовский я считал, что это очень удобный. Для автослесаря, в принципе, удобно. То есть у него можно углы регулировать, отдел на лоб и регулируешь углы. Как бы очень удобно в этом плане. Но тут мне ребята из Armitec попросили сделать обзор на их Armitec фонарь. То есть, если понравится, то понравится, не понравится, не понравится. Главное, честно. Ну, я и сказал, что если протестирую, если мне понравится, то выпущу обзор. Не понравится, тоже выпущу обзор. Но это будет честное мнение, потому что
я никак не заинтересован в том, чтобы продвигать или рекомендовать здесь это ерундовый продукт. Соответственно, что я могу сказать? Да, был на сплаве в ливне, все выдержало, и на ночных рыбалках по Гулавлю. После того пока не ходил еще. В чем прелесть данного фонаря? Во-первых, он светит красным и белым цветом. Красный цвет. Это очень важное преимущество. Ребята мне сказали, вот выбирай, какой фонарь тебе лучше подходит. И, естественно, я выбрал там, где есть красный и белый. Почему красный? Глаза не устают во время рыбалки головлиной. То есть при самом низком свете ты можешь включить красный именно. И без усталости глаз сменить приманки, какие-то сделать работы, выключить, у тебя глаза абсолютно не устают, и это может продолжаться. Второе, есть такое мнение, что красный свет не отпугивает рыбу. Не знаю, насколько это правда, тут здесь есть 3 режима по мощности и еще моргающий для отпугивания зверей неплохо работает. Так вот, есть мнение, что красный цвет не отпугивает рыбу, когда пробиваешь дно. То есть просветишь, пробить дно, это значит осветить все дно, увидеть, есть ли рыба или нет. В красном еще лучше видны текстуры, чем в белом. То есть белым засвечивает, а в красном прям видны где тени. Все очень круто в этом плане. Я, может быть, и заметил, что немножко меньше отпугивается, но я все-таки связываю это с тем, что на супер режиме данный фонарь все-таки имеет 230 люм на красном и 110 на белом свете. Это очень много. Красным. От белого, конечно, рыба просто выскакивала, потому что, наверное, очень сильно цвет. От красного меньше выскакивал. Возможно, из-за мощности. Вот белый свет почему? Потому что очень хорошо дно можно просветить именно такой мощности. И плюс он бьет на 98 метров вдали. Это не самый дальнобойный, но это очень мощный разряд. В принципе, Неман пересвечивал без проблем там, где он значительно больше 100 метров. И на красный это предел 41 метр. Вот. И водостойкий, ударопрочный. То есть его можно куда-то прикрепить. Допустим, вот так вот на стул ставишь в походе, включаешь. Не хочу сейчас, чтобы включать, чтобы сейчас не портить объективы камеры. Вот. Все режимы переключаются через двойное нажатие. То есть двойное нажатие, вот у нас сейчас моргающий, не хочу на камеру направлять. Если мы задержим, начинаются режимы слабый, сильнее, самый мощный, мерцающий. 2 раза красный свет горит. И тоже по мощности можно светить. Вот. Очень классная вещь. Ударопрочный. Вот я вот тут вот об камни бил специально. Я все-таки тестировал чуть ли не топором. Вот. И влагостойкий. В ливне все пережил. В общем, классная вещь. Отлично садится на кепку. Надежное крепление. Плюс такой вот есть у меня еще для велосипеда. То есть меняется, на велик ставится. Провол очень надежно сидит. Думаю, можно будет поэксплуатировать. Еще думаю, на каяке он можно будет опорудить. Но в ночное время у нас нельзя ходить, но мало ли бывает, застрянешь где-то среди болот. И надо как-то выкручиваться. Итак, красный режим. Очень удобно для смены приманки. Это у нас первый. И не отпугивает рыбу, глаза не устают. Одни плюсы. То есть это основной режим, которым, в принципе, надо пользоваться. При рыбалке можно даже отвернуть, чтобы не пугать рыбу. Так, ну что, первый ночной голавлик клюнул. Отлично. Хорошая поклевка была. Хикори работает всегда и везде. Такой сигнал кинул. Приятный. Так, а теперь попробуем просветить фонарем дно на глубине порядка 7 метров. Так, как мы видим, все отлично видно. Но полностью просвечивается. Тут, к сожалению, волны не дадут вам той полноты картинки, которая видна здесь. Здесь порядка 5 метров. Но дно вообще видно все. Отличный фонарик для морской рыбалки, потому что красный свет это просто шикарно для смены приманок. Глаза абсолютно не устают. Но это, конечно, турборежим, когда надо просветить дно. Так, и если вас вдруг заинтересует покупка такого фонаря, есть, кстати, скидка в 15% по промокоду FishRunner на сайте armitech.by, armitech.ru. Вот. Есть, кстати, копии такие же на китайские, у меня у знакомых. Я помню, там они не сильно влагу могут держать, надо давать сбои. Но в целом я просто приверженец оригинала, поэтому могу рекомендовать только оригинал, чем пользоваться. Ну, если те попользовался, сказал, что они соответствуют или круче, ну пускай будет так. У меня есть то, что есть. Armitech все-таки бренд такой серьезный. Фонарь мне тоже очень зашел.
10 лет гарантии само за себя говорит. 10 лет, блин. Как они это дают? Ну да. То есть они именно берут надежностью. Поэтому в этом плане, наверное, такая стоимость. Ну и последнее еще приобрел такой вот дождевик, штаны, плюс, ну это дождевой костюм, плюс рубашка. Долго говорить не буду, вот как это все выглядит на мне. Все нормально, все работает. Всем, как бы, наверное, все, что я хотел сказать. Поэтому ловите рыбу, получайте удовольствие, наслаждайтесь наконец-то летом без дождя, потому что у нас дожди сплошные. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем удачи, пока.